Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас пятница, друзья, 7 января, волшебный, достаточно и магический день. И сегодня у нас все мы празднуем православное Рождество и наслаждаемся общением с родными и близкими людьми. Поэтому примите наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания любви, здоровья и Божьей благодати. Сегодня, друзья, у нас с вами пятница, и энергия этого дня все еще нестабильна. Поэтому мы рекомендуем 7 января максимально воздержаться от важных дел. Займитесь текущими делами, планированием. И романтические встречи будет очень хорошо провести в этот день и заняться творчеством. Сегодня у нас 7 января, это 7-й день и 7-й месяц. А 7-й день 7 января этого 2022 года отвечает у нас за семейную жизнь, за брак, за партнеров, за судебные процессы и контракты. Поэтому 7-й день и месяц выявляют положение вещей в супружестве, отношения с деловыми партнерами и то, как нас воспринимают люди. Сегодня, 7 января, могут выявляться открытые враги, конкуренты, если таковые имеются, находятся или теряются деловые партнеры. На 7-м месяце обостряются скрытые конфликты или появляются широкие возможности именно в этой области. Поэтому постарайтесь 7 января заложить основу добрососедских отношений с конкурентами и найти обоюдовыгодных с партнерами. В 7-й день не рекомендуется смотреться в зеркало. Не ругайтесь сегодня со своей второй половинкой, потому что это все-таки плохой знак. 7 января, вы знаете, по лунному календарю это время справедливости и торжества правды. В этот день важно защищать слабых, не лгать, проявлять честность и доброту. Этот день особенно удачный для работников средств массовой информации, людей, которые защищают правду и борцов за справедливость. Сегодня, 7 января, важно принять все свои внутренние изменения, отпустить свое настроение, которое может меняться ежеминутно, и дать произойти внутреннему преображению. Все это нужно для того, чтобы обрести счастье и успех, поскольку только изменившись изнутри, можно изменить свою жизнь. Сегодняшний день благоприятный для реконструкции и изменений методов работы, для творчества, борьбы за правду и справедливость. Эмоциональный фон будет нестабильный. У людей часто может меняться настроение, поэтому в этот день, 7 января, мы рекомендуем ограничить круг контактов и постараться побыть наедине с собой. В этот день, 7 января, будет очень нужна и важна следующая аффирмация, которая заложит основы. И звучит она следующим образом. «Мое будущее зависит от моих мыслей. Моя голова светла, я ощущаю спокойствие и внутреннюю силу. Мной овладевает чувство того, что все будет прекрасно. С этого момента все ситуации разрешатся самым наилучшим образом». Сегодня, 7 января, как мы уже сказали, и великий праздник Рождество Христово. В этот день принято посещать храмы, проводить праздничные богослужения. Многие люди собираются в кругу семьи за столом с угощениями и приглашают гостей. Хорошей приметой считается, если первым порог перешагнет мужчина. Верили, что тогда весь год не будет в семье ссор. А вот если девушка зайдет в дом первой, то знали по народным приметам, что хозяев ждут несчастья. Также сегодня, 7 января, нельзя принимать ванну и ходить в баню. Это нужно было сделать накануне, чтобы встретить Рождество чистым душой и телом. Нельзя 7 января делать уборку и заниматься хозяйством. Ссоры и переезды также под запретом.
Если разбить в этот день посуду, то вскоре, возможно, произойдет конфликт. Заключенный в этот день брак будет счастливым и крепким. А вот если птица 7 января постучалась вам в окно, то знаете, что это к радостной новости. Домашних животных обязательно 7 января нужно накормить сытно, чтобы привлечь счастье и благополучие. А вот купленная в этот день вещь будет служить очень долго. Если дворовая собака внезапно завоет, знаете, это к беде. Также сегодня, 7 января, нельзя выносить мусор, потому что это чревато проблемами с деньгами. Нельзя сегодня и садиться за стол до появления на небе первой звезды. И старайтесь сегодня, 7 января, зажигать как можно больше свечей, огней. Если у вас есть камин, это отлично, зажигайте его, пусть свет горит, потому что свечи, они привлекают в дом тепло, они привлекают богатство. Если у вас дома есть домашние животные, то на Рождество надо их обильно накормить. И тогда считается по народным приметам, что и весь год будет сытным и удачным в финансовом плане. Одну особую свечу нужно обязательно зажечь за усопших родственников. Тогда они помогут вам привлечь в наступающем году удачу и достаток. Также постарайтесь купить что-то на Рождество. Это отличная народная примета и знак того, что покупка прослужит вам верой и правдой. В Рождество издавна придерживались еще одной интересной традиции. Люди старались надевать только новую одежду. Не чистую, выстиранную, а именно новую, еще не ношенную ни разу. И, пожалуйста, не садитесь за рождественский стол в черном. Наши предки верили, что в новом году таких людей ждет неудача в делах. Также сегодня, 7 января, вы можете в пироге запечь монетку. И кому достанется кусочек с монеткой, того ждет денежная удача на протяжении всего года. Конечно же, на Рождество издавна проводили множество разных ритуалов, практик, обрядов. Но чтобы вас совсем уже не обвинили в мракобесии, сделайте самые симпатичные и не привязанные к магии. Неважно, будет она черной или белой. Например, начиная с 7 января и в течение 40 дней, этот период у нас называется мир. Почему? Потому что наши предки верили, что в это время людям во всех делах помогают ангелы. Каждое утро, просыпаясь, загадывайте одно желание. Представляете, сколько хорошего может войти в вашу жизнь. Поэтому, начиная с 7 января, даже если вы смотрите это видео 7 января в обед, вечером, в любом случае загадывайте желание и 40 дней, просыпаясь утром, говорите одно желание. Будет хорошо, если вы заведете себе тетрадочку или блокнот, и каждый день будете записывать то желание, которое вы бы хотели, чтобы оно осуществилось и пришло в вашу жизнь. И вы знаете, 7 января недаром именно Рождество именно в этот день, потому что число 7 это считается сакральным числом, и существует поверье, что сделавший 7 благ в православное Рождество будет счастливо жить весь год и даже имеет право попросить у ангелов исполнения самого заветного желания. В этот день принято подавать 7 милостынь ради счастья в грядущем году. Обычно это 7 одинаковых монет, подавать которые нужно тому, кто вызывает в вас в душе искреннюю симпатию, сопровождая подаяние, произнесенной про себя молитвой. Можно также подарить и 7 полезных подарков. Как правило, это были полотенца, отдавая которые дарящий обязательно произносил следующие магические слова. «Полотенце дарю, умирать погожу, добром зло исправлю, к счастью род мой, семью мою направлю». И, конечно же, в Рождество мы с вами приветствуем друг друга словами «Христос родился» и отвечаем на эти слова «Славим Его».
Также сегодня, 7 января, в этот волшебный магический день, обязательно в любое время суток на левой руке нарисуйте цифру 7. И когда нарисовали, скажите следующие слова: 7 рисую, удачу и счастье реализую. Этой практикой вы сможете отправить во Вселенную запрос на счастье и удачу. И, конечно же, попросите у счастливой цифры то, чего вам не хватает именно сейчас. И именно 7 января, в Рождество Христово, в этот сильный энергетический день, действительно произойдут те определенные события, с помощью которых вы можете иметь, приобрести все то, о чем вы мечтали, возможно, на протяжении последних 6 месяцев. Друзья, мы еще раз всех поздравляем с Рождеством, всем желаем мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни будет всегда Божья благодать, мир, любовь. Всегда будьте сами собой, никогда не обращайте внимания на других людей. Помните, вы самое важное и нужное для себя. Живите в первую очередь для себя, а потом для других людей.